Современный наркоз – это не больно. В нашей клинике используются современные методы анестезии. Во время операции контролируется глубина анестезии специальными датчиками, которые закреплены у вас на голове. Они контролируют сигналы, импульсы, поступающие из головного мозга, обрабатываются это на компьютере и выдают нам значение, по которому мы судим, глубокая анестезия или поверхностная. По данным сигналам мы контролируем уровень анестезии и удерживаем в определенных параметрах, чтобы не было ни больше и ни меньше. Ровно столько, сколько нужно для нормального хирургического сна. Нет, это исключено, потому что в нашей клинике используются специальные мониторинговые датчики глубины сна. Это энтропия и бисмонитор. С помощью этих датчиков мы сможем во время всей операции контролировать глубину анестезии. После того, как прекращается подача анестетика, мы не спешим с этим процессом, пациент медленно просыпается. Просыпается, как правило, самостоятельно. Тошнота – это вегетативная реакция, механизм ее очень сложный, и она может возникать в постнаркозном периоде. Для ее предотвращения вводятся определенные препараты, которые предотвращают ее возникновение. Такие явления могут наблюдаться не часто, и мы их превентивно предупреждаем введением специальных препаратов. У нас комбинированная анестезия с применением внутривенных и газовых анестетиков. Основным газовым анестетиком, которым мы пользуемся, это есть севафлюран. Он хорошо переносится пациентам, после него быстрое пробуждение, и этот анестетик очень хорошо управляемый. То есть глубину анестезии можно легко управлять и пробуждение пациента. Для защиты и обеспечения проходимости дыхательных путей во время анестезии используются различные девайсы. Эндотрахеальная трубка позволяет дышать пациенту, она вводится эндотрахеально, и во время наркоза газонаркотическая газокислородная смесь поступает в легкие пациента. Есть такое приспособление, как ларингеальная маска. Ларингеальная маска вводится в глотку пациента, раздувается специальная манжета, и она удерживается там в течение всей операции. То есть, образно говоря, эта трубка вставляется в трахею пациента, а эта маска ларингеальная, она вставляется в рот. Эти девайсы мы используем во время анестезии. Они не влияют на ощущения. Вы просыпаетесь самостоятельно. Этих девайсов после операции уже нет в вашей ротовой полости или в трахее. Подготовка к анестезии очень важна. Специальные препараты, те, которые назначаем мы пациентам, или те правила поведения перед операцией, которые мы включаем в предоперационную подготовку, позволяет избежать различных опасностей и осложнений как в вводном, так и в базовом, так и при пробуждении пациента. Операции с более сильной травматизацией, они проводятся в более глубоком наркозе. Малотравматичные операции проводятся в анальгоседации. Иногда такие оперативные вмешательства позволяют проводить в анальгоседации на самостоятельном дыхании. То есть пациент спит, пациенту не больно, дыхание самостоятельно сохранено. Современная фармакология средств для проведения анестезии и современная аппаратура, мониторинговая аппаратура, аппаратура для подачи анестетиков позволяет проводить оперативное вмешательство очень, скажем так, продолжительное по времени, до 6-8 часов, и совершенно безопасно для пациента. 12 часов. Точно так же, как и после полуторачасовой операции.